Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Кварт.ua. Вчерашний мой ролик разбил людей на два типа лагеря. Те, кто верит, что это имба, и те, кто верит, что это не имба, потому что, ну, слишком много надо, чтобы это было имбой. Поэтому смотрите, у меня есть для вас некоторые следующие новости. Они как хорошие, так и плохие. Начну с хороших. Я побрился, я красив, я шикарен. И вторая новость, это то, что будет сегодня стрим в 6 часов вечера по киевскому времени. Поэтому, ребят, запасаемся вкусняшками. Я абсолютно каждого из вас жду. Кто не придет, соответственно, тот бяка. И теперь плохие новости. Я, к сожалению, не подстригся сегодня, хотя хотел подстричься к стриму, чтобы выглядеть прямо красивым. Но чему не случится, так не случится. Поэтому придется в другой день это сделать. И вторая плохая новость. У меня, к сожалению, на что-то появилась аллергия. И на что вообще непонятно. И что это вообще может быть такое. Но, надеюсь, вебка этого не передает. Хотя я сомневаюсь, потому что, по-моему, вебка передает сейчас абсолютно все, что надо и что не надо. Вот. Поэтому у меня есть некоторые какие-то красные пятна на лице, но это контенту не мешает, и слава богу. Слава богу, что нет никакой ни температуры, ни кашля, ни насморка, и все отлично. Хотя на самом деле зимой от холода насморк появляется, потому что, короче, давайте не буду углубляться в подробности, потому что я думаю, каждый из нас знает, почему появляется насморк. И почему именно когда вы с улицы приходите домой, и именно тогда появляется. Короче, что-то я куда-то пошел уже не туда. На самом деле, из-за того, что вчерашний ролик вызвал такие противоречия, мне бы хотелось сегодня поиграть на гритерах. Но выкладывать 2 дня подряд один и тот же ролик как-то... Ну как один и тот же ролик? Одну и ту же синергию, ну как-то, ну... Что-то не то, короче. Что-то как-то много говорю. Тут есть, в принципе, гнездо Маморы. Ну и если в действительности мне на 10-м, ну до 10-го, либо же на 10-м раунде ко мне придет Monkey King, либо же Антимаг, то я попробую на гритерах сыграть. Но если, то есть, если бы ДК во рту росли грибы. Такая хорошая фразочка есть. Я, наверное, кстати, буду все-таки брать уровень. На всякий случай я, кстати, еще шаманчика взял. Ну, раз гнездо Маморы есть, то в принципе, можно и разгуляться. Тут еще есть 2 шамана. Адидас, хай, удачи в игре. Спасибо тебе большое, спасибо. Тебе и просто удачи тоже, если ты будешь играть, то тебе тоже удачи в игре. В каточке его нет, поэтому чатик я не буду открывать. Если был бы в каточке, то я бы открыл чатик. А так на видео как бы услышишь мою удачу. Хотя, наверное, это поздно будет уже. Ну, короче, слишком много подробностей какие-то говорю. Просто наслаждаемся действием, каточкой и в целом рандомом. Молюсь богу рандома, чтобы до 10-го раунда у меня упал Monkey King, либо же Антимаг. Либо же фиолетовый шаман. И на 10-м раунде хочу гнездо Маморы. Чё-то как-то много у меня хочу, да? Кстати, если что, я, как вы заметили, 2 гоблинов махнул местами, потому что у одного гоблина есть монетка, у второго гоблина уже нет этой монетки. А мне нужно максимально забузить эту монетку. Поэтому обузим. Обузим эту монетку на все 100%. На самом деле здесь есть еще цветка. Можно было бы попробовать Empress Lights закерить. О, кстати, гритер. Так. Я надеюсь, не по моей методичке будет гритер собираться. Пока что я вижу Лину из моей методички. Ну и в принципе есть орк-кабанчик. Орк-кабанчик. Теперь это будет реально называться у меня орк-кабанчик. Орк-кабанчик. А в принципе неплохо звучит орк-кабанчик. А ну-ка напишите в комментариях, что думаете. Орк-кабанчик хорошо звучит или так себе? Как по мне, реально прикольно звучит. Кстати, у меня есть... ладно. Или не ладно, или сказать, или не сказать. В общем, ребята, я скажу, но чтобы это не выглядело как попрошайничество. Мне, короче, нужно 5 спонсоров для того, чтобы открыть какие-то новые функции партнерки. Поэтому кому, ну, скажем так, кто может, точнее не так, никому, а кто может, то я бы хотел, чтобы вы оформили партнерку. Ой, партнерку. Спонсорку. Чисто для того, чтобы открыть именно это новые функции какие-то там. Какие там новые функции, немножко мне непонятно. Там какие-то для стримов, для комментариев что-то еще такое будет добавляться. Вот что конкретно, в душе не понимаю. YouTube там какие-то новые фишки тестирует, поэтому, может быть, что-то там такое интересное не сделали. Хотя кто знает. На самом деле, вот этот вот гритер с кабанчиком довольно-таки неплохой сейчас. Ну, сильный.
Сильный прям то, что доктор прописал. Я, кстати, сейчас в Хускара, если что, шмотки закину, потому что как-то в Хускара я больше верю в Керри, нежели в Гоблина-убийцу. Поэтому пусть пока он у меня побудет. Был бы у меня какой-то антимаг, я бы с удовольствием антимага оставил. Или бы был бы у меня Манки Кинг, я бы с удовольствием Манки Кинга оставил. У меня, кстати, 6-й уровень, где-то на каком? На 5-м уровне, на 5-м раунде появился, я что-то как-то даже не заметил. По-моему, на 5-м уровне. Так, какой 5-й уровень? На 5-м раунде. Саня, это раунды, не уровень, это раунды, запомни. А то вертится у тебя на языке черти шо. На 5-м раунде у меня, по-моему, появился 6-й уровень. Вот знаете, у меня в голове одна мысль, а язык говорит совершенно иную мысль. Почему так работает, кто знает. Я не знаю. Мне, кстати, еще никто не написал скороговорки, которые можно будет повторить там для того, чтобы не запинаться на некоторых сложных словах. Поэтому, ребят, кто знает хорошие скороговорки, я жду, соответственно, в комментариях, которые реально помогают, которые можно вот, скажем так, несколько... А, я, по-моему, откис тут, да? Ха, кстати, вот еще один момент, почему гритеры это лютая имба. Чтобы вы понимали, ничего себе. А так можно было? Орк-жрец мне пришел. Хо-хо-хо. А у меня... Не, ну, жрецы это, конечно, сильно было бы собрать, но это если на 10-м раунде ко мне придет гнездо Маморы. Поэтому я думаю, все-таки стоит мне немного потерпеть. И если на 10-м раунде мне не придет ничего лучше, то я в гнездо Маморы засуну этого орка-жреца и буду собирать себе богов-жрецов. А чё, классная идея, мне нравится. Мне нравится, я доволен этой идеей. А вот придет или не придет, это мы в скором времени узнаем. Так вот, плюс гритеров в чем? Никакие дебафы на вас сейчас не работают. Ни пассивка Вайпера, ни пассивка Хускара, как мы только что видели, да, вот этот тут огонечек. Ни пассивка магов, как... А, я тут откис, да? А, ну, естественно. Естественно! Падла ты, Тинкеросовская. Я тебя запомнил. Я твое имя высеку на камнях этой доски. Готовься. Где ты там? Какой у тебя там ник? Ладно, я это выговорить не смогу. ДК и китайские знаки. Вот такую надпись я выгравирую. Да, опозорился. Я делаю гравировку с такой надписью. ДК и китайские знаки. Все. Выгравировать. Выгравировать. Боже, что так сложно? Ладно, все, проехали. А то я сейчас еще себя сильнее тупым выставлю. На самом деле, не знаю, что-то какое-то такое сложное слово. Выгравировать. Да нет, не сложное. Повторил только что без запинки, без ничего. Как это работает? Непонятно. Опа, цветочка. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Цветка. Ну, блин. Ну, у меня есть как бы одна идея, как можно сейчас переиграть все. Есть одна идея, как это можно реально переиграть. Но я как-то не особо в ней уверен. Мне как бы шаманчики поприходили. Есть два шаманчика таких, есть шаманчик за одну монетку. В общем. Так, там тоже кто-то цвет собирает. Атула собирает цвет. Не знаю, мне хочется собрать инсектоидов. Вот что-то моя пятая точка чует, что... А, и даже Мамора нигде не упала. Обидно. Все, мои мечты как бы прахом. Не, ребята, все. Я знаю дальнейший свой путь. Я знаю свой дальнейший путь. Все, это 100% гарантированно будут инсектоиды сейчас. Это 100% будут инсектоиды. Я пока что по шмоткам, наверное, спешить не буду. Я ничего такого делать не буду именно по шмоткам. Пока что выставлю инсектоиды с расширенного пула. Этих ребят я распродам. Естественно, зачем они мне нужны теперь? Они мне, естественно, не нужны. Поэтому
Раз продаем, выходим быстренько в 50 монет, собираем эту цветочку, собираем инсектоидов. Для того, чтобы играть на инсектоидов, мне нужен пока что как минимум 8 уровень. Дальше бы мне на самом деле выйти в 10 бы уровень. Но это как бы в самых хороших моих мечтах и распланировке. Поэтому... Так, а что у вас там по меморе? Так, ты пока что пустой. Кто там следующий? Калеб Эрик. Тут тоже пока пусто. Тут вообще рыцари как-то как будто собираются. А тут что у тебя? Тут пока тоже пусто. Ладно, пока что у них пусто. Серьезно? Это серьезно так не будет приходить, да? Хм-хм-хм. Я, короче, пока что эти предметы закину в бабку. Я думаю, бабка намного эффективнее будет. Можно было бы выйти в деньги, конечно, но я бы... даже не так. Я бы, наверное, распродал сейчас гоблины и мехи. Но посмотрим... Ах ты ж тварь, сразу дум в лицо получил. Как я тебя обожаю. Я тебя обожаю, ну вот на 250% больше теперь. Еще и откис. Обидно. Обидно, ну да ладно. Откис таки откис. Черт с ним. Хотя он ударил по моему самолюбию, как минимум. Мне бы хотелось взять сейчас предметы переделать. Попробовать, может... Ладно. Я хотел только что озвысить. Я хотел только что озвучить мысль, что мне бы хотелось попробовать найти сердце инсектоидов. Но мне нужны предметы второго тира, поэтому я сейчас первого тира предметы переделаю во второй тир. Мне как минимум нужна оттуда мана, то есть мне бы желательно найти арканцы, либо же 2 кристалла маны. Зачем мне именно арканцы и 2 кристалла маны? Это для того, чтобы мои иллюзии, точнее не мои иллюзии, а мои мейн-фигуры цвет, они были сразу с маной максимальной. Кстати, скилл бабки не понижает броню Гриттеру. Тоже еще один момент, почему Гриттер сейчас такая Одна бабка хорошо, 2 лучше. 2 лучше будут сильнее кости перетирать под подъездом. Прекрасно. Пока что у меня все более-менее хорошо, потому что у меня есть более-менее хороший стол. Мне пришло 2 бабки. Я бы на самом деле... Ладно, пока что так сыграю. Пока что я сыграю вот таким вот образом. Я думаю, так будет намного посильнее. Может, мне сейчас гоблин-убийца придет. Я этого гоблина-убийца в двойку соберу, получу за него 3 монетки, и будет все прекрасно, все будет замечательно. У кого-то уже МК есть. Обидно, конечно, что не у меня. Но, в принципе, ладно. Я что-то еще такое хотел быстренько сказать, и оно мне прямо из головы вылетело. Вот что хотел сказать, вообще не помню. Вот честно не помню. Бабку в этом патче, кстати, бафнули. Она теперь свою тычку встраивает способность. Это надо было сделать еще давным-давно, но они сделали конкретно это сейчас. Поэтому бабку сейчас бабку сейчас бафнули. И она сейчас довольно-таки... Топ-1 играет против меня под копирку. Он чисто видит то, что я хочу собрать, и он такой берет такой, ну я тоже соберу такое же самое. Ребят, он чисто меня копирует. Все, это мой хейтер. Запомните вот этот вот никнейм, внимательно выпишите его ник, и запомните, это мой хейтер. Надо его будет вот наказывать. Если он, конечно, меня первее не накажет, потому что у него есть винстрик, у него там сильный стол, у него есть гнездо Маморы, антимаги, у него есть цветки, поэтому... Я как-то, наверное, слишком... Тут будет 3 инсектоида. Будет вот этот вот Атула, вот этот вот ДК, вот эти 2 человека, они будут тоже играть на инсектоидах. То есть они меня копируют. Я надеюсь, сейчас какой-то предмет добротный упадет сейчас с зеленого сундучка. Я в это, по крайней мере, верю и надеюсь. На самом деле, если так подумать, то у меня стол ужасно слабый. Он у меня ужасно слабый.
Сюда. 1 кристалл маны это хорошо, но 2 это намного лучше. А ну-ка. Сердце, сердце, сердце. Блин, ну это как-то сейчас жестко. Читер. Я сам в шоке. Я сам в шоке. Я сам в шоке с того, что получилось. Ну, тут меня, скорее всего, вынесли. Тут стол намного сильнее, чем у меня. Давай, расстрел. Ра-т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 а. Ну да, как-то бабка в единицу, она слабовато будет. Малайка вынес винстрик. Это плохо. Плохо то, что ты вынес винстрик. Я, кстати, наверное, сейчас на лустрик пока стану. То есть продам вот этих вот 2 резаков и поставлю жреца. У меня стол слабый, и я вряд ли кого-то сейчас вынесу. Поэтому я лучше пока что поставлю крестов, чтобы получить хотя бы какую-то эссенцию. Эссенцию на хпшку. Я, кстати, еще перед тем, как сесть записывать ролик, так разыкался, боже. У меня прям, знаете, такое ощущение, что я скоро тоже начну, снова, точнее, начну икать. Но, надеюсь, этого не произойдет. По крайней мере, я этого не хочу. Ну, бабки. Ну, хотя бы хоть одну... Эх, я надеялся, что мои ребятки хотя бы кого-то да вынесут. Но, судя по всему, им как-то плевать на то, что надо кого-то выносить. Ну ладно, минус 13 еще по-божески. Пока что это по-божески. Но единственное, что не по-божески, это то, что мне нужен уровень. Мне, ну да, уровень мне нужен. Так, один инсектоид уже собирается, второй инсектоид наполовину собрался. А Тула топ-1 держит. Моих цветочек покупать, моих кошечек. Это мои кошечки, а не твои. Нельзя тебе их покупать. Ну-ка, продай быстро. Говорю, продай быстро моих цвет. Не хочет продавать, судя по всему. Не хочет он их продавать, судя по всему. Ладно, придется терпеть, придется драться. Будем выгрызать свою победу. Если меня, конечно, быстрее не снесут, потому что что-то тут как-то звери заспамились. И сколько минус? Ну, минус 18 это по-божески. Пока что по-божески. Замечательно. А, змейки, конечно, нету, к сожалению. Не, ну, яйцо это хорошо. Яйцо это хорошо. Как мы можем еще поступить? Но в целом, у меня есть орк-жрец. Вроде бы это хорошо. Хорошо тем, что ну, я вот могу сердце от этого вот отдать в орка-жреца. Пока что этого не буду делать, потому что мне нужна именно цветка. Цветка это мой мейн-керри. Орк-жрец, конечно, хорошо, но цветка все-таки будет намного поприятнее. Цветка будет намного приятнее, потому что она будет прыгать на лицо, наносить чистый урон. Ну, короче, цветка это всегда хорошо. Если мне сейчас еще волшебное зеркало упадет на нее, так это будет вообще прекрасно, потому что у меня цветка будет замечательно прыгать на личико. Просто она свое сиденье найдет. Ну, кстати, неплохо. Сколько я сейчас минус получу? По-моему, минус 3 должен получить за мартретку. Да, или сколько? Минус 2? Я что-то думал, что я минус 3 получаю за мартретку в двоечку. Ну ладно. Боже, просто под заказ. Под заказ. А можно антимага в двойку? Пожалуйста. Кстати, интересно, я мобов затащу или нет? Потому что мне нужно мобов затащить обязательно. Это прям жесткое условие, то, что мне нужно в действительности затащить мобов. Я как-то цвет сюда перекину, чтобы они быстро в лицо не получили. Одна цветка сдохла, это плохо. Еще и скорпион сдох, который не смог закаститься. Не. Обидно. Это очень обидно, то, что я мобов не затащу. Мне нужно гнездо Маморы.
Я надеялся, что я на 20-м раунде выбью гнездо Маморы, но, судя по всему, я не выбью гнездо Маморы. Черт! Мать его за ногу. Рандом прикукуренный. Я забираю свои слова назад. Я забираю все свои слова назад сейчас. Я буду ролиться. Я закинул цветку не просто так сейчас туда. Если кто-то думает, почему я именно закинул цветку туда, а не закинул антимага. Так вот, я сейчас объясню. Если у кого-то такой вопрос появился, я сейчас вам объясню. Я сделал это следующим образом. Смотрите, у меня есть 3 цветки. Одна цветка у меня растет. За 3 раунда она быстренько вырастет у меня в 2 звезды. И я, наверное, полностью сролюсь и буду искать цветочку. Ну, 2 цветки мне как минимум нужно в двойку найти. И, соответственно, будет у меня в Маморе одна цветка сидеть. И я, короче, могу получить раннюю 3-звездочную цветку. А получить раннюю 3-звездочную цветку — это как лотерейный билет вытянуть на максимальную сумму денег. Поэтому надежда умирает последней. Там, кстати, Атула себе делает орка-жреца в 3 звезды. Это меня, конечно, не радует. Чуточек так, чуточку не радует. Антимаг — это, конечно, хорошо, кстати, в инсектоидах. Минус 22. Я понял. Короче, ребята, у меня нет иного выбора, кроме брать и ролиться полностью. Отлично. Так, Скорпиончик 1 в двоечку будет у меня сейчас, а 1 в единичку. Это хорошо. Манки Кинга я покупать не буду, у меня для этого есть антимаг, хотя на самом деле я, наверное, делаю ошибку, то, что Манки Кинга не покупаю. Но я не буду пока Манки Кинга покупать. Так, кстати. Апгрейд делаем. Так вот делаем. Пока что так. Ну, я, короче, пока что так сделаю. Хотя я какой-то бред сейчас накрутил, навертел. Надо будет в следующем раунде посмотреть, что я не так сделал. Но если парочку антимагов появится, то, в принципе, я... Ничего страшного. Замечательно. Вот. Я раунд затащу. Я затащу сейчас раунд. Да? Давай. Ну, я ему, конечно, немного нанесу по лицу, но спасибо, хотя бы он мне по лицу не нанесет. Да, я ему так, чуть-чуть сейчас так припудрю носик немножечко. Немножечко, сколько? Ну, минус 15. Минус 15 это по-божески, поэтому благодари Господи Бога рандома, то, что тебе минус 15 прилетело. Так, Мамора у меня есть в 2 звезды уже. Мне, наверное, надо полностью сейчас сролиться и надеяться на Бога рандома, то, что мне придет цветка в 3 звезды. Приходит цветка в 3 звезды, у меня игра начнет иными красками играть. Сейчас немножко расстановку сделаю. Скорпион, это хорошо. Чтоб ты долго жил. Тут, кстати, цветы и 2 антимага. Но мне повезло тем, что 2 антимага присосали сейчас паучиху. Поэтому в этом не повезло. У паучихи же не маманы, поэтому... Why not? Я, в принципе, не против того, что ты присосался бы к моим паучихам. И сколько я ему сейчас по лицу дам? Походу, чел отправляется в Next. Благо там 3-звездочный АМ присосался к другому антимагу. Вот это вот замечательно. Сколько минус? Сколько минус? Вылетел? Я думаю, ему обидно. Минус 32. О, да. Вот это да. Вот это то, что доктор прописал. Вот сейчас пойдет контент. Такой контентище. Это будет контент всем контентом. Сейчас как буду прыгать на лицо. Боже. Боже, боже, боже мой. Я, кстати, могу антимага сейчас убрать, поставить еще одну змейку. Вот это вот сердце перекинуть в цветку. Потому что цветка у меня дорогая. И... Ну, посмотрим. Просто антимаг мне только что каточку затащил перед этим. Я как-то в антимага верю. Я говорил, что будет контент. 12
12 тысяч чистого урона. Как вам? Я думаю, прелестно. Прелестно. Как ты это сделал? Атула себе на 8 уровне на 24 раунде нашел себе импресс-лайт. Серьезно? Я сейчас со слезами на глазах пытаюсь эту катку вытащить. Чел просто на 8 уровне на 24 раунде лутает себе импресс-лайт. Законно? А ну-ка вызывайте полицию, потому что это какой-то бред. Я не верю, что у него чистая игра. Она у него максимально грязная. По-любому чел с читами играет. И прикол в том, что он тоже играет через цвет. Это самое жесткое, то, что он играет через цвет. Вот падло. Ну ладно. Ну ладно, я надеюсь, у тебя там будет все дальше плохо, хотя на самом деле, смотря на его стол, то там все не так однозначно, как хотелось бы, конечно. Я возьму зимние объятия, чтобы себе сразу ману восстанавливать на второй цветке. Чтобы сразу они вдвоем прыгали на лицо. То есть, ну, чтоб, короче, не вдвоем блинковались. Я думаю, так понятно. Это и так понятно. Мне нужен уровень. Мне нужен 9 уровень. На 9 уровне я смогу поставить еще дополнительно антимага и закинуть ему сердце инсектоида. Хотя в идеале мне бы найти еще одно сердце инсектоида, чтобы одно было в цветке, а второе было у меня в антимаге. Я тут сейчас принял решение, что бруду апну. И поставлю лучше еще один дубликат скорпиончика. То есть, ну... По губам читайте, что я сейчас несу. Ладно. Так, ребят. Вам быстрый опрос. Ставьте в комментариях, точнее напишите в комментариях, какой шанс на то, что я сейчас выиграю каточку. Ну хотя бы в топ-3 зайду. Вот какой шанс? Пишем в комменты. Я ставлю 50% то, что я зайду в топ-3. 25% на то, что я займу топ-2. И 10% это то, что я... Не 10, даже 5% это то, что я займу топ-1. Кстати. Я вынес чела и забрал у него ньюинстрик. Мне нужно зеркало. Мне нужно зеркало, и в идеале мне бы найти... Мне нужно зеркало, и в идеале, ну, мне бы найти бусы. Хотя я бы не отказался еще одного сердца инсектоида. Блин, там топ-1, конечно, жесткий. Жесткий чисто из-за того, что у него есть импресска. Я вот не знаю, вот из 5-го тира какие мне предметы необходимы. На самом деле я бы не отказался от Радика, я бы не отказался от Кирасы, и я бы не отказался от щита отражения. Вот скажите честно, вас не задолбали инсектоиды? Все лобби ими забиты. Нет. Честно, скажу откровенно, я на инсектоидах играю раз в неделю, может, в 2, чисто ради контента. Самим-то интересно. Так, я понял. Этот человек обо мне ни разу не слышал, поэтому он так возмущается сейчас. У меня на мгновение было такое... Минус еще один. Так, меня... Я еще волшебное зеркало из него вытащил. Кайф! Я на инсектоидах играю раз в 2 недели. И то. У меня редко, когда такое случается, когда я несколько раз за неделю смогу закрыть на инсектоида, потому что я их не люблю. Не люблю тем, что это самый рандомный билд, который только может существовать, который только зависит от везения. Никакой стабильности в нем нет. Но, я же говорю, чел меня... Хотя кому я говорю серой массе, которые делают все под копирку? Зачет. Такая мета. Второй пишет. Ля там чела порвала. Жестко. Так, нет. Не... О, какая в задницу мета. Вот сейчас и... Ты сам ничего, кроме как в риторов, играть не умел. Под копирку от чатбана. А кто такой чатбан?
Нет, 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 не вылети, не вылети, не вылети, не вылети. Боже, там какой контент сейчас в чате происходит? В чате сейчас обалденнейший контент. Там чела, ну просто разорвала, будь здоров. Шаманчик пятерочка. Я бы на самом деле шаманчика пятерочку взял, но нужен ли он мне? Осуждаю я такие выражения. Алло, нельзя так разговаривать. Так разговаривать нельзя. А не я, у него. Тю-тю-тю. Блин, мне придется это все замазывать. То, что он только что там написал. Какой некультурный. Гля его, как разорвало. Тю-тю-тю. Не знаю, мне надо попробовать поискать все-таки еще одно волшебное зеркало. Угу, только где твой ранг и где его? Нубас. Ребята, короче, мне нужно озвучивать какие-то ролики. Слышь, тварь макака, оно отстанет моих. Ранг, по-твоему, показатель? А ну-ка, ребят, что считаете вы? Ранг показатель того, что ты скилловик или не скилл... О, -1. -2. Опа. Сейчас будет битва легендарная. Битва инсектоидов. Тупо идти по рангу надо. И не изучать новые меты. Поняли, ребята? Поняли? Не изучать новые меты. Нет, чела жестко там порвала. Его как бы... Он в моем клубе, так что знаю, да. Что знает? Кто в клубе? Чатбан или кто? Или какой-то Алешка? Нытик. Ну... Боже, я не могу слишком сильно смеяться. Меня выгонят из хаты сейчас. Буду слишком много орать, меня выкинут из хаты. У меня нет личного кабинета. Был бы у меня личный кабинет, я бы тут просто умер от смеха. Я бы обсыкался под себя. Я помню твой клуб. А-тя-тя. Боже. На самом деле, я его не могу немножко понять. Сейчас, секунду, я выскажу свою мысль на этот счет и скажу, почему я его не могу немного понять. Опа. Ну блин, зачем мне ставить такой выбор? Я возьму то яйцо, но... Нормаз развал кабину в чате. Та-да. Та-да. Сокровище Джека. А ну-ка сюда. Чё ты принесешь? Вот это у меня эмоции, да? Которые ноют от того, чтобы обязаны играть в кланвары. Не знаю, кланвары это такая игра. Блин, я думаю попробовать найти предмет 5-го тира. Я думаю зимнее объятие убрать. Оставить колечко. Возьму кирасу. Кираса меня защитит немного от физического урона, который он предоставляет против меня. Ну и, соответственно, понизит моему противнику. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ребят, держим кулачки все вместе. Давай, миленький родной антимаг, души его. Сколько минус? 1 хп, ну... Это плохо. Это очень плохо. Знаете, почему плохо? Потому что если ему сейчас немного лучше повезет, чем мне, то я откисну. А он выиграет. Ну, короче, я вот немножко скажу про вот это вот Александра, про то, что он там писал. Это... Кстати, его тоже Александр, походу, зовут. Либо... Я надеюсь, что это, конечно, никнейм. Они его зовут. Потому что мне немножко аж стыдно становится, что человек разорвало немного с моим-то тезкой. Тезка ж получается. Так вот. Я скажу следующее. Смысл гореть от этой игры. Какой бы ты здесь скилловиком не был, тут решает больше 50% не твой скилл, а рандом. Я бы сказал, что сейчас конкретно в этом патче, рандом решает 60%. Поэтому смысл гореть от этого я не понимаю. Вот даже сейчас, смотрите. Мы играем инсектоид против инсектоида. У него инсектоид чуть был сильнее. Но мне сейчас, походу... Я вынес его! Да! Я его вынес. Или...
Да не, вынес. Вынес, не, вынес, 100% вынес. Короче, я скажу следующее. В этой игре решает рандом. Вот сейчас явный вам показатель того, что решил рандом мою катку. Не скилл, не понимание игры, а рандом, потому что это инсектоиды. Инсектоиды самая нестабильная синергия, на которую выиграть довольно-таки сложно, и реализовать ее тем более сложно. Но чел на втором месте, у него жесткий инсектоид, у него есть импресска, которую он кирил. Мне бы вот его импресску было бы замечательно, но чего нема, того нема, как бы вот. Того нема. Ну, ладно, у всех бывает, может, у него сегодня плохой день, у этого Александра, поэтому... Но он сделал, скажем так, вечер. Нормально его там подорвало, неплохо, неплохо. Сделал контент чисто. Так что, ребят, играем все на инсектоидах, когда видим Александра. Не будем, ну, точнее, не так. Ладно, я его поддержу. Не играйте на инсектоидов, когда видите Александра. Играйте на том, вот на всем угодно, на гритерах. На гритерах играйте обязательно. Через антимага, мангикинга, все как надо. Все как доктор прописал. Вот, играйте на гритерах. И когда видите Александра, ни в коем случае не собирайте инсектоидов. Ни в коем случае. Все, ребят, вы поняли, да? Что нужно делать? Смотрим на мои брови. Ладно. Честно, честно. Вот когда мы там остались вчетвером, и когда ко мне пришел первый раз Атула, я думал, мы вылетим. Реально я думал, что мы вылетим. Но там у меня остался один хп. Один, мать его, хп. Один. Не два, не три, а один. Я представляю, как было обидно тому человеку, у которого было 31 хп, а я ему нанес 32 урона. Боже, я думаю, он там такой сидел за головой, думаю, такой... Бог ты мой, за что мне все это? За что мне все это? Это было весело. Реально это было весело. Хотел на гритерах, хотел на шаманах, сыграл на инсектоидах. Вот какой-то круговорот событий произошел. Но на самом деле, если бы я сыграл на шаманах, скорее всего, я бы откис. Откис, потому что тут реально жесткий инсектоид у него. Жесткий. И, кстати, там еще один инсектоид был. Но третьему инсектоиду не повезло немножко. Ладно, что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я хочу сказать следующее. Мне нужны ваши лайки. Поэтому представьте, я сейчас к вам подхожу, начинаю трясти за лайки. Поэтому лайки мне быстренько, как можно больше. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи.